Как добавить конечные заставки на ваше видео? Например, если VidIQ подсказывает вам, что в каком-то ролике их нет. Для этого мы заходим в творческую студию, находим это видео или же просто открываем его и нажимаем «Изменить». В верхнем меню выбираем конечные заставки и аннотации. Если до этого вы уже добавляли конечные заставки на свои видео, то вы можете импортировать эти заставки из какого-то другого ролика. Для этого нажимаем «Импортировать из видео» и выбираем ролик. Нажимаем «Импортировать». И заставки, которые были в том видео, автоматически переносятся в это видео, в том числе сохраняя временной промежуток. То есть если у вас, например, была какая-то разбежка по появлению подсказок, то она тоже сохранится, то есть переносится не только ссылки, но и их местоположение в ролике. Учитывайте это и всегда корректируйте ваши конечные заставки, если вы импортируете их с другого ролика. Если же у вас, например, до этого никогда подсказки не добавлялись, то ничего страшного, можно их добавить вручную, не импортируя. Для этого я сначала удалю те, которые сейчас добавила. Делается это очень просто, нажимаем «Редактировать» и в корзинку. Сами конечные заставки бывают нескольких типов. Это может быть видео или плейлист, ссылка на ваш канал подписаться, ссылка на любой другой канал, который вы захотите разместить, и ссылка на ваш веб-сайт. Я покажу все эти варианты, как они выглядят. Конечные заставки на YouTube ограничены, их в одном видео может быть всего 4 штуки. Плюс ко всему вы не можете разместить, например, просто ссылку подписаться на канал. Обязательно одна из подсказок должна быть видео или плейлист. Итак, мы добавляем видео. Нажимаем «Создать», и у нас опять же есть варианты. Мы можем сделать так, чтобы каждый раз видео выбиралось индивидуально для человека. Например, каждый раз самое новое будет показываться, или будут выбираться самые подходящие, исходя из того, какие ролики он до этого смотрел. Также вы можете сделать видео то, которое вы сами хотите показать зрителю, то есть не полагаться на алгоритмы YouTube, а самостоятельно выбрать ролик из тех, которые у вас есть, и предложить его зрителям. Поэтому выбираем «Выбранное», у вас открывается ваше видео, и вы можете выбрать любой ролик. Более того, вы можете выбрать ролик с какого-то другого канала. Главное, чтобы он был размещен на YouTube. То есть выбираете ролик или вставляете URL и нажимаете «Создать». И вот ваша первая подсказка появилась. Вы можете ее перемещать по всему полю, которое ограничено синей рамкой. Более того, у вас будут появляться и другие, скажем так, направляющие. То есть, если вы, например, хотите сделать посередине, то у вас будет появляться синяя линия посередине. То есть, если хотите прямо по центру экрана, то ищите перекрестие. То есть расположить можно в любом месте, но если хотите какую-то геометрию соблюсти, то опять же YouTube вам это все подскажет. Следующий элемент. Я не буду показывать плейлист, потому что абсолютно идентично видео, просто вместо ссылки на видео добавляйте ссылку на плейлист. Абсолютно одинаковый интерфейс. Следующий вариант — это подписка. Подписка — это просто логотип вашего канала, который будет появляться, и при наведении на него будет кнопка «Подписаться». Следующий вариант — это канал, то есть вы уже добавили свой канал и можете добавить другой канал. Например, если у вас была коллаборация с кем-то, то есть в ролике авторы двух каналов, то уместно, чтобы в конечных заставках появилась ссылка на канал вашего коллеги. Для этого можно или скопировать URL его канала, или правильно прописать название. В итоге у нас появляется второй логотип, который уже ведет на другой канал, но с такой же возможностью подписки. И последний элемент, который можно добавлять в конечной заставке, это ссылка на ваш веб-сайт. Создаем, выбираем сайт, обязательно заполняем все графы, то есть можем выбрать призыв к действию, можем добавить изображение, нажимаем «Создать». Вот таким образом у нас есть с вами 4 возможные подсказки. Вы можете сделать их не так, как я, всех разных типов. Например, все 4 видео или 4 плейлиста. Единственное, что вы можете только один раз добавить подписку на свой канал, и один раз можете добавить подписку на свой сайт. А количество видео вы можете добавлять хоть все 4 подсказки. Опять же, важно, чтобы при размещении ваших конечных заставок они не накладывались одна на другую. То есть сейчас, например, говорят красные области, это значит, что есть ошибка, и ваши подсказки просто не сохранятся. Поэтому рассредотачивайте их так, чтобы они друг друга не заслоняли и, естественно, не заслоняли ваше видео. То есть если вы находитесь в кадре, то не нужно ставить вместо лица себе видео, потому что это будет выглядеть некрасиво,
А если это, например, ролик с коллаборацией, вы так закроете другого человека, не себя самого, то это банальное неуважение, и вряд ли кому-то понравится, вряд ли захочет снова с вами сотрудничать после такого. Поэтому большое пространство дается для подсказок, вы можете их разместить, соответственно, так, чтобы они не мешали просмотру. Как я уже говорила в начале, вы можете выбрать время, когда они будут появляться, то есть, например, они будут появляться не все вместе, а по очереди. То есть все это таймлайном легко меняется. Единственное, что вы не можете разместить подсказку раньше, чем последние 20 секунд видео. То есть, если вы хотите разместить конечную подсказку в начале, это у вас не получится, просто потому что это конечная заставка, именно из-за того, что она может быть только в конце ролика. Это такие основные моменты. Если вдруг остались вопросы по конечным заставкам, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, я обязательно на них отвечу.